Здравствуйте, друзья! Как получить электричество из атмосферы? В древности люди знали о существовании атмосферного электричества. Например, в Древней Греции Электра была богиней атмосферного электричества и молний. Несколько веков спустя Кукулус, известный ученый и философ, продемонстрировал, что шерсть и ящерица могут генерировать электричество. В XVIII-XIX веках ученые начали углублять свои исследования в области электричества, включая Александра Вольтру, Майкла Фарадея и Бенджамина Франклина. Эти ученые продолжили изучение явления атмосферного электричества, а также сделали важные открытия в области электрических генераторов и электрических явлений в целом. Также в древности люди наблюдали за молниями и постепенно начали использовать их для религиозных, магических, а также прогностических и военных свершений и знаков. Использование молний для получения электроэнергии началось только в XVIII-XIX веках, однако технологический прогресс в этом направлении был довольно медленный и осуществлялся только в последнее время. О том, как сделать простую модель генератора атмосферного электричества, я расскажу в конце видео. Атмосферное электричество – это явление, которое вызывается различными электрическими процессами в атмосфере. Оно возникает благодаря наличию в атмосфере молекул газов, которые могут проводить электрический ток. Одним из видов атмосферного электричества является молния. Молния – это электрический разряд между двумя облаками или между облаком и Землей. Молнии могут быть очень опасными и часто приводят к пожарам и повреждениям зданий и сооружений. Кроме молний, атмосферное электричество проявляется в виде электрических полей, которые охватывают Землю и ее атмосферу. Эти электрические поля могут влиять на организмы живых существ и на некоторые процессы в природе. Например, они могут влиять на движение воздушных масс и приводить к изменению погоды. Атмосферное электричество также может проявляться в виде электрических зарядов на поверхности Земли, которые могут накапливаться в результате трения воздуха и других процессов. Эти заряды могут влиять на работу электрических приборов и оборудования, вызывать искрение и другие электрические разряды. Изучение атмосферного электричества имеет большое значение для предсказания погоды и создания более эффективных электрических систем и оборудования, которые могут работать в условиях атмосферного электричества. Кроме того, изучение атмосферного электричества может помочь в понимании различных природных явлений и процессов, которые связаны с электрическими полями в атмосфере. Люди задумывались об атмосферном электричестве еще с древних времен и использовали его для решения различных задач. Например, в древности ученые и ремесленники отмечали, что куски янтаря притягивают к себе небольшие предметы после трения. Это связано с тем, что янтарь содержит электрический заряд, который образуется при контакте с другим материалом. В дальнейшем, в конце XVIII века, Бенджамин Франклин провел множество экспериментов с электричеством и опубликовал свои изыскания. Франклин был первым, кто предложил использовать электрические разряды грозы для производства электричества. В 1800 году Александр Вольта создал первую гальваническую батарею, которая усовершенствовала процесс производства электричества. Этот изобретатель считается первым, кто добился действительно значительных результатов в создании и использовании электрической энергии. С тех пор люди постоянно исследуют атмосферное электричество и пытаются использовать его для выработки энергии. Однако это все еще довольно сложный процесс, требующий больших затрат на исследования и разработки. Как добыть атмосферное электричество? Добыть атмосферное электричество напрямую из атмосферы не представляется возможным, однако возможно получить электричество из атмосферы с помощью установки, называемой атмосферный генератор. Атмосферный генератор использует разность потенциала между Землей и атмосферой для производства электроэнергии. Он состоит из металлического стержня, установленного на высоте, и заземленного провода, который соединен с Землей. Когда стержень находится в зоне, где есть значительное количество электростатического заряда в воздухе, например, вблизи грозовых туч, то между стержнем и Землей возникает разность потенциалов, и ток начинает течь по заземленному проводу. Электроэнергия, производимая таким образом, не является очень большой, но может быть использована для управления небольшими электрическими устройствами или для зарядки батарей. Однако атмосферные генераторы до сих пор не являются эффективными и не могут конкурировать с традиционными источниками энергии.
Они больше используются для исследования атмосферного электричества, чем для производства электроэнергии. Кроме того, есть также экспериментальные проекты, связанные с использованием атмосферного электричества для создания электрического тока, например, через использование электрических турбин высотного типа. Существует несколько типов генераторов, которые разрабатываются для использования атмосферного электричества. Генераторы на основе электростатического воздействия. Они используют заряды между двумя электродами, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. Данные генераторы легко создаются и имеют низкий уровень мощности. Генераторы на основе трибоэлектрических материалов. Эти генераторы создаются путем трения двух материалов друг от друга. При этом в процессе трения происходит разделение электрических зарядов, что приводит к появлению электроэнергии. Такие генераторы обычно имеют высокий уровень мощности. Генераторы, использующие высокочастотные электрические импульсы. Подобные генераторы используются для сбора атмосферного электричества на больших высотах. Они являются самыми эффективными и могут производить высокое количество электроэнергии. Именно такие генераторы и использовали наши предки. И именно их разработку и блокируют сейчас электрокомпании по всему миру. Как сделать генератор атмосферного электричества? Сделать настоящий генератор атмосферного электричества самостоятельно довольно сложно. Это связано с тем, что для его создания нужны расходные материалы и технически сложное оборудование. Один из самых известных примеров генератора для выработки энергии из атмосферы – это так называемый аэростатический генератор. Этот генератор использует высокочастотные разряды, создаваемые между электронными сборками в аппаратуре, размещенной на высоте более 10 км над поверхностью Земли. Как правило, аэростатические генераторы состоят из рамки, которая содержит несколько генераторов, устройства для управления сбором и преобразованием электрических зарядов и определения направления и скорости ветра. В основном аэростатические генераторы создаются для использования в системах беспроводной связи, контроля погоды, а наименее эффективные модификации могут использоваться для генерации электричества небольшой мощности. Для работы аэростатического генератора требуется размещение его на высоте более 10 км над поверхностью Земли, что делает его недоступным для использования на земной поверхности. Обычно аэростатические генераторы устанавливают на небольших летающих аппаратах, таких как дирижабли, которые за счет своих хороших летных характеристик могут быть размещены на высотах более 10 км. Также аэростатические генераторы могут использоваться на спутниках и беспилотных летательных аппаратах, работающих на низкой, средней или большой высоте. Кроме того, аэростатические генераторы могут использоваться в процессе работы ветродвигателей, когда они устанавливаются на таких высотах, что направление и скорость ветра позволяют дополнительно получать электричество из атмосферного электричества. В настоящее время аэростатические генераторы находятся на стадии экспериментальных исследований, однако программа разработки их применений продолжается, и в будущем возможно появление новых областей их использования. Эксперимент Плаузона был проведен в 1913 году и связан с исследованием возможности получения энергии из атмосферного электричества. Уильям Фердинанд Плаузон, американский изобретатель и физик, провел эксперимент на воздушном шаре, прикрепив на его корпус провод, соединенный с приемником, который в свою очередь зарядил банки аккумуляторов. Плаузон получил небольшое количество электроэнергии, которое было недостаточным для использования в производственных целях. Но этот опыт помог доказать возможность получения атмосферного электричества. После этого эксперимента Плаузон продолжал развивать исследования в этой области, представляя концепции и усовершенствования в течение всей жизни. Плаузон в ходе своего опыта поднял воздушный шар на 274 метра, 300 ярдов, и смог с него снять порядка 400 вольт напряжения и 1,8 ампер тока. Воздушный шар был изготовлен из тонких алюминиевых листов, утыканных снаружи иголками для увеличения ионизации вокруг острия которых они были покрыты солями радия, по сути аналог подхода с коронным разрядом. Для усиления эффекта алюминиевые листы были покрыты фотоэлектрическим составом, что позволяло дополнительно генерировать энергию на свету.
Несмотря на то, что эксперимент Плаузона был проведен более 100 лет назад и не смог обеспечить значительное количество энергии, он был важным шагом в изучении атмосферного электричества в качестве возможного источника энергии и стимулировал дальнейшие исследования в этой области. На сегодняшний день технологии, связанные с атмосферным электричеством, все еще находятся в стадии исследований и разработок и не могут считаться конкурентоспособными по сравнению с другими видами возобновляемых источников энергии, такими как солнечная и ветровая энергия. Но это нам внушают сильные мира сего для того, чтобы мы не подрывали их кошелек. Еще одним ученым, создавшим устройство для добычи атмосферного электричества, был Роберт Вейслер. Роберт Вейслер был американским изобретателем, который в 1920-х годах проводил исследования в области генерации электрической энергии из атмосферы, используя подъем антенны на высоту. Он создал несколько устройств для этой цели. Одним из таких устройств был электрический маяк Вейслера, который состоял из направленной антенны, установленной на мачте и подключенной к набору вакуумных ламп. При подъеме антенны на высоту в 30-40 метров устройство генерировало электрическую энергию, которая подавалась на мощность ламп. Вейслер тестировал свои устройства в разных местах и достигал выработки энергии порядка 10-20 кВт. Другим устройством Вейслера была мощная антенна в форме катушки, которую он выполнил из медной проволоки и установил на высокой мачте. При подаче электрического тока на катушку создавалось магнитное поле, которое приводило к генерации высокочастотного электрического тока. Устройства Роберта Вейслера были одними из первых попыток использования атмосферы для производства электроэнергии, и они стали прародителями современных технологий генерации альтернативной энергии. В России в 2005 году был зарегистрирован патент РУ-2245606. Патент РУ-2245606 относится к изобретению, которое представляет собой аппарат для извлечения атмосферного электричества. Аппарат включает в себя вертикальный мачтовый стержень диаметром от 0,5 до 1 метра, установленный на высоте не менее 60 метров. На вершине стержня установлен металлический кожух, который прикреплен к заземленным проводам. При наличии атмосферного электричества между верхним концом мачты и землей возникает электрический потенциал, который вызывает ток через электрический контакт между кожухом и проводами. Это позволяет извлекать электрическую энергию, используя генератор, который подключен к проводам. Патент описывает также метод извлечения энергии из атмосферного электричества, включающий в себя установку мачты с кожухом на высоте не менее 60 метров, заземление и подключение генератора к проводам для извлечения электрической энергии. Хотя патент описывает концепцию извлечения энергии из атмосферного электричества, он не содержит подробностей о том, как именно будет осуществляться управление и обслуживание установки, а также как решены проблемы, связанные с высотой мачты и действием атмосферных факторов, таких как ураганы, грозы и так далее. Автором патента РУ-2245606 является Одеров Владимир Юрьевич, уроженец Казахстана, проживающий в городе Москва, Россия. В патентной документации указано, что Одеров Владимир Юрьевич является автором изобретения и имеет полное право на получение патента. Российская компания Росатом в 2011 году сообщила о создании прототипа устройства для извлечения электрической энергии из атмосферного электричества, имеющей мощность около 1-2 кВт. Устройство представляет собой ветрогенератор с высотой башни 60 метров, на вершине которой установлены 2 электрода. Однако в дальнейшем о возможностях коммерческой эксплуатации данного устройства не сообщалось. Еще один эксперимент в этой области был проведен в 2018 году в Италии при помощи установки Марс. Устройство представляет собой треногу с электродом на вершине, которая устанавливается на гору на высоте около 100 метров. В ходе эксперимента полученные данные о сборе атмосферного электричества. Можно сделать простой атмосферный генератор, который вырабатывает небольшое количество энергии. Для этого потребуется медный провод, пластиковая трубка, металлический стержень, изолирующий материал, например, эпоксидная смола, заземляющий провод. Сборка генератора. Установите металлический стержень на вершине жесткой пластиковой трубки. Оберните медный провод вокруг корпуса трубки, не затрагивая стержень. Для надежной фиксации провода примените изоляционную ленту.
Покройте трубку эпоксидной смолой для защиты провода от воздействия внешних факторов. Подключите провод к заземлению, а стержень к электронной или электромагнитной нагрузке. При наличии в атмосфере больших количеств электрического заряда провод будет выделять электроэнергию, которую можно получить с помощью электронного и электромагнитного приборов. Такой атмосферный генератор является простым примером устройства, вырабатывающего энергию при наличии электрических зарядов в воздухе. Однако для использования в реальных условиях нужно создать более сложные и эффективные устройства. Как вы думаете, позволят ли людям создать такие устройства? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.